Предлагаю еще одну технику, да, то есть о ней мы уже как-то говорили, упоминали ее, когда вдруг что-то накатило, да, то есть как бы вот какое-то препятствие возникло, что, которое вот надо что-то срочно вот или материализовать, или дематериализовать, и надо вот это сделать. Важно здесь, опять же, когда у нас появляются какие-то желания, надо их дополнять такими словами. Во благо мне и во благо миру. Потому что мы иногда чего-нибудь как пожелаем, не точно. Да? То есть, как бы, потом мы это получаем и думаем, елки-палки, лучше бы я этого не хотел. Потому что это исполнилось так, что, в общем-то, почему? Ну, потому что есть смыслы разные. В одни слова могут выполняться разные смыслы. Да? То есть, как бы, ну, вот у меня просто был один раз, на один из семинаров нам пришла женщина, которая очень сильно хотела, чтобы у нее появилась квартира собственная. И она у нее появилась, потому что у нее умер брат, и эта квартира ей досталась. Но она говорит, ну я же так не хотела, я же хотела, чтобы было по-другому. Но она же не сформулировала, как она хотела на самом деле, да, что вот, в общем-то говоря, совсем хотела бы по-другому. Поэтому иногда мир воспринимает это как-то слишком буквально и реализует как в том анекдоте, да, когда на полигоне два танкиста лежат, и вдруг смотрят, там змея ползет. И смотрит, она ползет, а там такая цветочек, она ей такая маленькая фея. Они раз эту змею, и ее не дали на фею напасть. Фея говорит, ой, какие ребята молодцы. Я вам желание сейчас исполню какое-нибудь. Что вы хотите? Они говорят, да вот, мы давно тут на полигоне, уже тут совсем от женщин никаких нету, нам бы вот потрахаться. Он говорит, исполнено. Раз, и вот танка отваливается гусеница. Они говорят, да нет, ну нам же, мы по-настоящему хотим потрахаться. Раз, а танк отваливается вторая гусеница. Вот, так что вот можно по-разному слова одни и те же воспринимать, да, то есть как бы вкладывать разные смыслы. Поэтому лучше всего, как бы, чтобы можно было настраиваться на этот мир таким образом, чтобы мы могли в этом мире ощущать, просто ощущать, как нам двигаться, что нам говорить, куда нам направить свои мысли, да, куда нам, что тогда мы можем говорить, что мы согласованы с этим миром, да, то есть когда мы сливаемся как бы вот в каких-то определенных световых потоках, потому что в нас эти потоки все время входят, в нас они выходят, и мы знаем, что мы можем на них реагировать. Ну, помните, вот мы упражнение делали, Ласса, да? То есть на любом расстоянии можно вот взять и через свет повзаимодействовать с человеком, человек это слышит и на это реагирует. Но почему вы думаете, что вы не реагируете на света других людей, с которыми вы взаимодействуете? На их мысли, на их настроение, на их ощущения. Все это в вас входит. И вопрос, как от этого отстроиться так, чтобы не озлобиться на этот мир, на эти грустные мысли, которые есть у людей, да? То есть, а наоборот, создать условия для того, чтобы в этом мире начала проявляться любовь. Ну, тогда вот давайте вот попробуем одну технику, которую мы уже как-то делали по слиянию, да? То есть нам надо взять что-то одно, что-то другое и их объединить, да, с любовью. Материализация. Но материализация виртуальная. Мы как бы пока в виртуале это будем делать. Мы как-то делали преобразование, такое упражнение, преобразование одного объекта в другой. Понимая, что все объекты состоят из одних и тех же частей, из атомов, электронов, протонов, нейтронов, кварков, там как бы все это как бы вот небольшой там набор вариантов. А многообразие мира вот бесконечно. Поэтому мы можем на виртуальном плане настроиться на свою собственную задачу. Да, то есть мы говорим, что задачка-то у нас есть какая-то, какие-то желания, намерения. И мы-то хотим, чтобы, в общем-то, это было во благо нам и во благо миру. Да? Поэтому мы хотим, чтобы это желание стало каким-то вот таким не локальным, да, то есть сетевым, чтобы вся сеть нам начала помогать это желание реализовывать. Ну, если это действительно намерение, которое нам нужно. Но если оно у нас возникло, возможно, это нам нужно, то есть мы же, может быть, не просто так нам в голову мысль пришла, да, то есть она пришла, потому что есть какая-то реальная необходимость в этом мире реализовать себя вот в каком-то таком деле, в какой-то
в каком-то проекте, в каком-то действии. Усталость от работы. Замечать полученное преобразование новых качеств, знаний. Обязательно должен быть результат, тогда есть новая точка отсчета нового движения. Ну, можно и так, да, писать. Значит, поэтому мы сейчас будем с конкретными желаниями работать. Да? То есть вот у нас есть, мы настроились сейчас, вот такую вот глобальную настройку сделали на золотую рыбку, на вот эти вот порталы, с которыми мы все связаны друг с другом, на канал Zoom, на те структуры, которые там есть. И сейчас попробуем с любовью начать соединять какие-то несоединимые вещи. Такая техника, простая на самом деле, да, то есть виртуальная. Вот у нас какое-то есть препятствие или желание. Да, то есть вот мы хотим, чтобы что-то произошло. Что-то где-то согласовалось так, чтобы вот что-то появилось или наоборот перестало появляться. Вот, да, то есть техника такая. Техника вот представим, что перед нами многоквартирный дом. Ну вот как мы видим, множество окошечек, вот как сейчас, да? Вот. И мы как будто бы заглядываем в эти окошечки, да, то есть и думаем, и пытаемся увидеть, а что же там происходит за стенкой. Там же люди тоже какие-то, да, что-то там они делают, что-то с ними происходит. И начинаем представлять, как будто бы там мы видим какую-то картинку. Ну, давайте, вот кто-нибудь что-нибудь представьте и скажите, что вы там, например, вот в таком окошечке увидели. Вдруг раз и картинка, ну, под вашу задачу она произошла, увидели картинку. Мне почему-то, знаете, вот есть такой шкаф в каком-то там фильме детском таком, где из шкафов выходишь и оказываешься в снежном лесу. Снег, елки, ну, красиво, тепло, так, хорошо, комфортно. Короче, вы увидели шкаф-портал, так? Шкаф-портал, снег и елки. Вот самое главное, снег и елки почему-то. Снег и елки, да? Ага. То есть идет снег, шкаф, портал, снег идет и елки. Хорошо. Давайте, кто-нибудь еще чего увидел? Я книжку увидела. Кого? Книгу увидела, и она так открывается, и из нее так вот буквы Ну, кто ее открывает? Она сама открывается, но вот для меня открывается. Ну, то есть... Ну, я имею в виду, это запрос такой вот. У меня там есть одна задачка, и вот когда я об этом думала, вот появилась эта книга, и она так раз так и открылась. Хорошо. Ну, давайте, вот у нас есть один образ, одна картинка, есть другая картинка. Да? То есть, как бы, давайте их теперь смешивать. Как бы, А можно я добавлю? Нет, давайте мы сейчас пока два возьмем, пока без добавлений. Пока вот у нас есть две картинки, мы их пытаемся как бы в качестве вот упражнения соединить. Да, то есть, ну, например, да, то есть, что мы можем, как мы их можем соединить? В книге может быть вот картинка, вот это, да, открытка, вернее, даже может в книге лежать эта открытка, вот которую сейчас описала Оля. Такая новогодняя поздравительная открытка. Есть такие книжки, открываешь, а там они сложные, да, вот там раз и объемные там домики. Вот этот шкаф появляется, и у него открывается дверка. То есть как бы все внутри книги. Как бы такая вложенность. Вложенность получается, есть книга, внутри книги шкаф, а шкаф это еще и портал. То есть книга портал, и шкаф у нас портал получается. Да. Так, хорошо. Ну, это вот как бы такая, ну, такая хорошо многомерная штука получилась, это интересно. Но бывает иногда проще, то есть когда нам надо взять какой-то один предмет, взять какой-то другой, и их соединить в каком-то действии. Да? То есть, ну, например, у нас там снег идет, а здесь у нас книга, например, идет по лесу. Да? То есть как бы встречается со шкафом. И говорит шкафу: привет. Ну, как бы вот
как бы, ну, как вариант, я не говорю, что это прямо так, да, то есть как бы можно вот как бы фантазировать по-разному, да, то есть как бы хорошо бы в действии это у нас, то есть динамика какая-то, какую-то создавать определенную динамику для этих вот вариаций, да. Ну, давайте еще какой-нибудь возьмем картинки какие-нибудь, да, вот у нас. Ну, то есть можно разные образы придумать. Здесь в чем суть-то, в общем-то говоря, этой техники? В том, что мы, когда мы пытаемся соединить разные процессы в один, да, то есть мы как бы начинаем уходить мыслями от той задачи, которая у нас есть, которая нас гложет, там, как задача, на которой мы думаем, которая нам спать не дает, там, и так далее. Да? То есть, поэтому мы, когда вот включаем такие вот творческие процессы, то мы начинаем с одной стороны, отстраняться от той задачи, да, то есть как бы мы уходим как бы как некий портал, да, то есть у нас вот есть один объект, есть другой, мы их соединили и через эту ступеньку как бы перепрыгнули через эту задачу совершенно в другой мир, в другую реальность, где эта задача начинает нам само что-то там делаться, рассасываться или как бы там преобразовываться. То есть как бы золотая рыбка тогда включается в работу. Почему? Мы как бы вот этот эмоциональный фон начинаем свой гасить относительно своей собственной задачи, да, то есть как бы включаем творческий процесс, как бы вот это вот соединение, да, то есть как бы начинаем проявлять любовь к объектам, которые мы вдруг представляем. Потому что каждый человек может сам же придумать одну картинку, потом следом придумал другую картинку, и потом на этих объектах начинает их связывать. Ну, то есть, как бы, вот. Ну, давайте еще чего-нибудь попробуем соединить какие-то. Важно здесь, смотрите, еще одна особенность этого процесса, чтобы это был процесс не какой-то суровый, что вот я тут сейчас вот мучаюсь и вот что-то пытаюсь придумать, а это был как бы такой, как полет фантазии, как бы, да, то есть вы вот эту полетность вы начинаете здесь проявлять пока в виртуальной части. Когда полетность это тут строилась, да, то есть как бы фантазия у вас полетела, вы один спрыгиваете с одной картинки в другую, третью, четвертую, пятую, вы начинаете их строить, и вы чувствуете, что вам этот процесс нравится, вы как бы от него в восторге, то есть тогда это все правильно. Если вы уперлись и как бы вот в этот образ и не знаете, что с него делать, и как бы от этого вы начинаете мучиться, то это уже вот что-то все-таки происходит не так. Поэтому вот важно фантазийность начать здесь проявлять потом вот пока в виртуальной части. Но так как рыбка золотая, что же виртуальный объект? Да? То есть тогда вот мы в виртуальной реальности начинаем вот выстраивать структуру, которая под нашу задачу. Потому что картинки, они не случайно появляются. Почему вот именно такая картинка, а не другая? Значит, это связано как-то с тем процессом, в котором вы участвуете. Вот у нас, видите, у нас уже вот Алексей еще какой-то появился дракон. Так, ну давайте картинку какую-нибудь. Радуга. Какая? Радуга. Да, и что радуга? Там нам действие должно быть. Радуга и чего? Появляется радуга. Что с этой радугой происходит? Что она делает, эта радуга? Появляется. Появляется радуга в пространстве. Появляется. То появится, то исчезает. Появится, исчезает. Ну, какое-то действие тогда. То есть какое-то. Хорошо, ладно, давайте еще что у нас? Велосипедист едет по набережной. Кто едет? Велосипедист. Велосипедист едет по набережной. Хорошо. В Майами. Замечательно. В Майами, да? Угу. Ну ладно, тогда, допустим, может быть, например, такой процесс, да? Велосипедист, вернее, велосипедист, то появляется, то исчезает. То он в Майами, то он на Радуге, да, например. То он на Радуге, то в Майами, то на велосипеде. То на Радуге на велосипеде, то он как бы под Радугой проедет, то вдруг почему-то в Майами. Ну, как бы это как процесс. Да, то есть как бы, может быть, еще какие-нибудь аспекты. Ну, например, да, то есть там же еще могут быть части, например, колесо у велосипеда. Да, тогда мы берем колесо и начинаем ему делать радужный обод, например. Да, то есть как бы мы соединяем, и тогда велосипед получается с радужными колесами. И тогда уже велосипед вместе с радугой, они соединились уже в какую-то вот одну общую композицию. И
или велосипедист, например, да, то есть берет эту радугу и наматывает, например, как лассо, а потом забрасывает ее в Майами и оттуда вытаскивает, например, дракона. Ну, как бы вот еще один процесс, связанный с радугой. Или велосипед у него цветной такой, как радуга, то появляется, то исчезает. Велосипед. Явится, то растворится. Да. Хорошо. Ну, давайте продолжим веселиться. Еще какие-нибудь картинки? Понятно, да? То есть техника как бы понятная. То есть начинайте фантазировать, как бы вот если вдруг надо чего-то. То есть, но перед этим, опять же, не просто как бы мы говорим, сейчас мы для чего это делаем, да? То есть мы для некого процесса материализации, да? То есть как бы, но мы пытаемся как бы проявить любовь тем, что мы как бы вот сливаем, да? Слияние, сияние, как бы вот у нас там такая фраза была в этом, да? То есть как бы мы в неком сиянии сливаем какие-то эти картинки в некие композиции и начинаем эту любовь проявлять в том, что вот эту композицию мы можем или повеселиться над этой композицией, или полюбоваться этой композицией. Ну, как бы, чтобы у нас или вот посмеяться, или порадоваться. Но обязательно, чтобы это было положительные какие-то эмоции. Ну, тогда нет вопросов, да? Хорошо. Смотрите, тогда мы как бы вот тут наградили каких-то вот образов, каких-то фантазий там наделали, да, то есть с точки зрения проявили какие-то образы и создали какие-то из них определенные композиции, да, то есть теперь мы попробуем вот эти вот композиционные, как бы наши композиционные качества проявить уже в движении, да, то есть как бы вот у нас есть множество различных как бы граней некого процесса, да, то есть, и мы теперь сейчас его попробуем соединить в некую единую композицию, да, то есть, ну, через движение уже. То есть мы сейчас что сделаем? Мы попробуем подвигаться, да, то есть как бы вот в том потоке вот этого киселя, как бы плазменного, который мы тут нагнали, вместе с шариками, да, то есть как бы попробуем с ним повзаимодействовать. Да, вот Ольга уже нам его нарисовала, смотрите, видите, какая красивая, радужная, причем шарики. Вот, там у нас уже и драконы есть, да, то есть как бы, поэтому мы опять же делаем некую пантомиму, да, то есть как бы некую пантомиму, как бы пытаясь вот это все отобразить в движении, да, то есть как бы мы вот эту картину вот своим светом, то есть у нас есть свой световой шарик, да, с которым мы сейчас взаимодействовали. И мы сейчас попробуем подвигаться, формируя из вот этих всех общих шариков движений, там, радуг, драконов, снежинок и так далее, елок, палок и шкафов, как бы сделать что-то общее, как бы такой вот некий общий портал для взаимодействия с золотой рыбкой. Через вот ту задачу, которую вы себе поставили, как бы, которую вот мы сейчас будем здесь отображать. Да, вот у нас... Главное, Алексей у нас уже остался с носом. Так, хорошо, да? То есть тогда мы встаем, чтобы можно было подвигаться. Я включаю музыку. И начнем отображение. То есть, опять же, это отображение. То есть, есть мир структур. Я сейчас несколько еще слов буквально добавлю. Значит, есть некий мир структур, с которым мы взаимодействуем. Мы с ним все связаны. Мы как бы части этого мира, мы проекции сюда. Да? То есть, как бы, поэтому мы через движение сейчас будем с этим миром взаимодействовать, с тем, чтобы мы наши задачи смогли преобразоваться и реализовать вот через вот эти временные порталы, которые мы сейчас пооткрывали. То есть каждая окошечко – это временной портал, с которым мы все связаны, как бы вот эти единые, все эти порталы мы сейчас объединяем в общую такую межпортальную, межгалактическую, межпространственную портальную связь. Ну вот, немножко подвигались, размялись. Хорошо, мы об этом и говорим. Когда говорим о золотой рыбка не задача какая? Согласование различных процессов во времени, да, то есть как бы совершенно, как бы, может быть, которые не могут
Почему они не могут соединиться раньше? Да? Ну, потому что наше желание, оно не было вписано, допустим, в этот мир. А мы хотим как бы своим намерением что-то поменять. Для этого надо же в прошлом что-то сильно поменять, какие-то вот эти вот, согласовать всякие образы, картины и так далее в единую картину, чтобы оно вдруг начало проявляться. Ну, как бы мы вот это вот и пытались сейчас реализовать вот в таком взаимодействии со структурой «Золотая рыбка» и потенциал любви. Хорошо. Большое спасибо всем участникам нашего вебинара. Еще раз прошу все-таки делиться своей информацией и впечатлениями, и знаниями у нас в чате. Сейчас вот как раз тут у нас иногда вдруг раз какая-то актуальная такая дискуссия начинает разворачиваться, потом какое-то затишье, потом опять что-то происходит, люди включаются в разговоры. Это радует. Большое спасибо всем присутствующим. Будем ждать новой информации от всех участников и думать над следующей темой, какая у нас будет. Она как-то так не сразу вырисовывается, поэтому иногда приходится ждать и пока откладывать как бы вебинар, пока не родится тема. Вот. Поэтому если кто хочет каких-то новых тем, то, пожалуйста, пишите, предлагайте свои варианты. Можем и как-то вот откликнуться на те темы, которые вы хотите. Большое спасибо. Поем песенку. Ку-ку. Бай-бай. Бай-бай. Всем спасибо. Бай-бай, спасибо. Спокойной ночи. До новых встреч. До новых